Здравствуйте! Как вы помните, в прошлом видео мы поднимали линию плеча. Когда мы подняли линию плеча, у нас стал чуть коротковат рукав. И так как мы подняли его плечо на 1,5 сантиметра, на 1,5 сантиметра сегодня будем опускать рукав. Вот я распорола рукав, отмерила 1,5 сантиметра от прежнего сгиба. Подкладка, видите, вот вровень с рукавом. Это немаловажно. Желательно, чтобы подкладка имела небольшой припуск, но не вылазила. Так как у нас здесь всего 2 сантиметра подгиба, ну подкладка вот так на сантиметр пришьется, но нам ни к чему здесь вообще большой. На свободное облегание нам хватит 1 сантиметр. Это полосочка дублерина. Мы будем проклеивать низ после утюжки. Вот мы проклеили дублерин. Здесь есть один важный момент. Вот этот шов, который идет, передний шов, его нельзя проклеивать вот так поверху. Надо проклеивать вот так. Он нам нужен для того, чтобы закрепить потом низ. У нас же нет отделочной строчки. Вот мы проклеили, подогнули, проутюжили. Теперь у нас здесь малюсенький такая шличка, очень маленькая. Ну, она была... Все мы с вами поутюжили. Теперь смотрите. Вот эту одну часть, у нас есть здесь небольшая шлица. И нам надо ее обработать. Нижнюю часть шлицы мы вот так прострачиваем изнутри на 0,5 сантиметра. Вот видите, я наметила. Вот эту часть, верхнюю часть шлицы, мы вот так загибаем. Вот видно? Так загибаем и проутюживаем. Потом вот так намеляем и получаем линию вот такую и с этой стороны, и с этой стороны. Потом вот эту линию вот так вот рисуем, чтобы была четкой. Я надеюсь, вам видно. Вот. Теперь надо нам прострочить этот уголочек. Что я делаю? Я беру иголку с ушком, вот с таким. И прям в центр вот сюда ее вкалываю. Только с изнанки. Вот так. Прям в центр. Теперь соединяю вот так по центру. Вот эти линии. Вот. Чтобы они сошлись. И прострочу, не дострачивая до вот этого среза 0,7 сантиметров, потому что 1 сантиметр будет много. Вот 0,7. И прямо вот здесь вот ставлю метку. Вот так. И обязательно сохраняя вот эти вот линии, соединяя, не отступая ни на шаг. Вот эта часть у нас будет выходить. Почему? Потому что ширина шлицы, вот сама ширина шлицы, вот она большая, 2,5 сантиметра. 4 сантиметра, извините. А вот это сама подгибка 2 сантиметра. И, естественно, здесь вот такой будет переход. Так, мы все прострочили. Аккуратненько все вывернули. Ничего не срезаем, ни в коем случае. Просто там все аккуратненько расправляем. Прострочили с этой стороны, тоже оставляя 0,7. Дальше, зачем нам эти 0,7? Мы вот так вот складываем нашу шлицу. Вот это мы проутюжим обязательно. И здесь тоже. Потом вот так нашу шлицу складываем. И нам нужно это место закрепить, потому что сюда будет крепиться подкладка. Для чего нам нужно вот это место? Вот видите, вот отходит. Вот это то, что я
нижнюю часть пришила. И вот так мы вот так складываем вместе вот эту часть и вот эту часть, которая вот здесь не дошита, и мы вот эту часть закрепляем на машинке. Зачем нам это надо? Это нам надо для того, чтобы пришить подкладку. Так, на машинке мы все закрепили. Все вот это поутюжили. У нас теперь это никуда не съедет, не убежит. Нижняя часть, если будет на 1 миллиметр вот здесь вот, чуть выше, чем верхняя часть, это будет нормально. Почему? Гарантированно не будет оттуда выходить. У меня здесь ровно 1 миллиметр. Все, мы не сделали, осталось пришить подкладку. Нам нужно теперь пришить подкладку. Что мы делаем? Мы расправляем все, распарываем вот здесь вот дырочку на локтевом шве и начинаем прикреплять. Локтевой шов обязательно должен совпасть с локтевым швом на рукаве. Передний может не совпасть. Выворачиваем вот так вот. И начинаем мерить. У нас все должно сойтись. Вот видите, вот наша подшивочка, вот наш локтевой шов. Ставим иголочку. Так, вот здесь вот еще ставим иголочку, потому что у нас здесь шлица, чтобы не ошибиться. И смотрим дальше, как у нас ложится рука. Так как мы переделываем, мы не краили, а переделываем, подкладка должна нормально лечь, потому что мы тут ничего не меняли в ширине. Вот видите, подкладка хорошо ложится. Все. Теперь мы строчим подкладку. Ну вот, подкладку мы прострочили. Она у нас ровненько, хорошо легла. Вот здесь вот у нас она тоже соединилась, тоже ровненько, видите? Мы начинаем строчить с этой стороны, вот с внутренней, а заканчиваем вот этой стороной, там, где вот отходит вот этот шовчик. Все, теперь нам что осталось? Нам осталось закрепить по переднему шву в том месте, где мы не проложили дублерин. Вот видите, как мы это делаем? Так как у нас очень мало здесь, там такая маленькая подшивочка, а вообще это делается просто. Вот этот вот так отворачивается шовчик. Вот видите шовчик? Вот так он складывается по сгибу и прострачивается с двух сторон. Вот так. И все, подкладка намертво. Но так как здесь очень маленькая подгибка, всего 2 сантиметра, мы вот здесь вот закрепим руками. Вот мы закрепили шов по локтевой шов, вручную тоже, потому что подгибка очень небольшая. Вот мы закрепили передний шов тоже вручную. Вот. Тоже. И теперь мы выворачиваем наш рукавчик. И будем застрачивать внутренний шов. Вот мы с вами подшили наш рукавчик. Вот такой у нас получился. Вот наша шличка. Она, правда, маленькая, но ее можно было просто зашить. Но хозяйка ее решила оставить. Вот наша внутренняя часть. Видите? Все чистенько, аккуратненько. Вот этот вот напуск на
подгибку. У подкладки небольшой. Остальная свобода осталась внутри, когда человек оденет, и подгибка с места не сойдет, и тянуть не будет. Так как это была просто переделка, и у нас мы не выкраивали ни подкладку, не ушивали, ничего, размер подкладки по рукаву у нас остался прежний. Вот теперь вот сюда, на вот эту шличку, мы просто вот так поставим пуговку. Мы закончили свою работу. Вот так. Получилось неплохо.